Привет! Сегодня у нас полуфинал Лиги наций. Германия, Португалия в Мюнхене. Поговаривают, сам Криштиану Роналду выйдет на поле. Сейчас я в Регенсбурге. Как я вообще оказался в Регенсбурге? Я приехал в Мюнхен на финал Лиги чемпионов без билета. Надеялся туда попасть, но не попал. Об этом наш предыдущий выпуск. А в следующий крутой матч в Европе, это вот был полуфинал Лиги наций. Я решил, что чем ехать домой, лучше я побуду пару дней у друга в Регенсбурге. Мы хорошо провели время. И сейчас я из Регенсбурга поеду в Мюнхен. На завтрак такой круассан за евро 80. Там еще был сэндвич за 3 евро аппетитный. Но круассаном я точно не отравлюсь. Не знаю, как это работает, но вот прям чувствуется, что это не итальянский и не французский круассан. Там повкуснее будут. В Мюнхен еду на Фликсбасе. Это стоит 10 евро за час 40 дороги. Я опоздал, но Фликсбас опоздал еще больше. Мы чувствуем друг друга. Ну и классно, что тут у Фликсбасов есть такие табло, и понятно, кто опаздывает, кто нет, потому что в Италии даже в Турине нет никаких табло, так чисто ориентируйся по приложению. Я в Мюнхене, 5 часов до матча, плана нет. Пойду, наверное, на главную площадь, там, может, какие-то фанатские движения. Сегодня фанаты Роналдо в абсолютно всех его футболках. Вот это вот у нас сегодня Роналдо из Манчестер Юнайтед. Милан по-немецки это Майланд. Это был ЦСКА Бавария. Бавария выиграла 0-1. Но этот матч примечателен тем, что это один из первых матчей в истории Лиги чемпионов, который прошел без фанатов. Вообще, эта тема с матчами при пустых трибунах реально бред. Были какие-то высказывания, есть камеры, найдите виновных, накажите конкретно. Почему из-за действий единичных людей должны страдать все? Это неправильно. Собираю для вас коллекцию футболок Роналдо сегодня. А кого вы еще ожидали увидеть на рекламе в Мюнхене, как не тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана? Это суд. Тут вершится правосудие. Велотрафик в Мюнхене в порядке. Смотрите, все на велосипедах. Ну и вот это место мне посоветовали как лучшее по соотношению цена-качество. Лапша с креветкой 10 евро. Приборы вы прямо берете у себя в ящике в столике. Ну и рейтинг у заведения 4,6. Открытая кухня. Но было вкусно, но добро пожаловать в Германию. Расчет только наличными, либо PayPal. Карты не берут. Роналдо из Реал Мадрида. Ну и португальский Рональдо. Смотрите, герб Мюнхена – это монах. Вообще Мюнхен – это как у монахов. И по-итальянски Мюнхен – это Монако. Ну, тоже монахи. А сверху тут на трамваях радужные флаги. Ну, к чему? Как связаны монахи, Мюнхен и радужные флаги? Кто-то мне объяснит? Тут, как обычно, какие-то социальные протесты. Что, видите, тут пишут? Вот такие тут надписи. Ну и врываемся в старый город через крепостные ворота бывшие. Такой прекрасной улице. Пойду на их главную площадь. Там тоже что-то интересное впереди. Я человек простой, вижу какой-то вот такой красивый, крутой собор. Ну, значит, надо заглянуть внутрь, посмотреть, что там. Прямо внутрь мы не попадем. Но очень красиво. Посмотрите, какой он. Какая отделка. Чтобы вы понимали мое постоянство, только что заходил в магазин North Face. Почему? Потому что у меня штаны North Face, ну, они уже, наверное, чуть устали. И я хотел точно такие же, просто новые. Но у них, к сожалению, нет. Говорят, что УЕФА заботится только о самых богатых и убивает наш футбол. Ну, на финале Лиги чемпионов было что-то похожее. Если та наклейка показалась вам маловатой, тут, видите, есть для тех, кто плохо видит. Эти фасады, конечно, прекрасны. Вон там мудрая сова. Что у нас тут еще? О, вот это что за символика? Кто-то в курсе? Тут с какой стороны, не смотри, везде интересно. Врываемся на Мариенплац, главная площадь. Но тут не чувствуется большой какой-то футбольной атмосферы. И сегодня вроде нет никаких фан-зон по городу. Вот просто будет матч. Немецкие фанаты готовы к матчу. Ну, я думаю, от них сегодня будет мощная поддержка. Вот у девочек Португалия, но 7-й номер. Вы понимаете, да, кто в Португалии играет под 7-м. Но выделились. Бело-синий португальский Роналдо. Рональдо с Аль-Нассра. Но у него, кстати, там, видите, на семерочке все клубы, в которых играл Роналдо. Все эмблемы. Тут какой-то пикет с голубями мира. Видимо, за дружелюбную Германию. Ну, кстати, более дружелюбной страны во многих вопросах, чем Германия, наверное, нет. В чем тут посыл? В расширении НАТО на восток, наверное?
и что это не кажется безопасным. Это Роналдо из Манчестера и снова Роналдо из Португалии. Роналдо simply the best. Ну, просто лучший. Безымянный, паленый Роналдо. Такие тоже есть. Роналдо, затесавшийся среди друзей из Германии. Два разных манчестерских Роналдо. Такой мощный фасад у фаншопа Бавария и Мюнхен в несколько этажей. Мяч финала Лиги Чемпионов. Ну, как по мне, один из самых крутых мячей. Выглядит классно. Пока, кстати, манчестерский Роналдо в фаворе у нас. Такого у нас еще не было Роналдо. Впереди у него прям калаш из Роналдо. Подошел бы я сюда чуть раньше, увидел бы Кубок Лиги Наций, а вот, наверное, он сейчас в том кейсе спрятан. И это Одион Плац, где была фан-зона Интера буквально 5 дней назад. И тут вот почти все были в таких футболках Интера. Ну и других итальянских футболках или фанатских. Помните, был в кадре вот этот собор? Если бы Италия прошла Германию в Лиге Наций, то финальная часть, вот эти 4 матча, были бы в Турине. Один на стадионе Ювентуса, другой на стадионе Торино. И для меня это было бы, ну вот, намного комфортнее. Я бы тогда, я думаю, на все матчи бы попал, причем в один день играют за 3 место и финал, я думаю, я попал бы на оба. Так уже было, когда даже они играли один в Турине, другой в Милане, я успел, а на оба матча в Турине я бы точно успел. Но Германия прошла дальше, и вот приходится теперь шататься по Мюнхену. Синий манчестерский Роналдо. А это, кстати, Герта. Клуб из Берлина, который, к сожалению, не выступает в Бундеслиге. Кстати, клуб из Берлина не в Бундеслиге. Ну, позорненько. Я практически как футбольный археолог нахожу следы пребывания фанатов Интера на Одион Плац. Наклейки Интера самые разные. Ну, и это тоже определенный вид искусства. Вот так вот на О попасть. С фанатами Интера этот Одион Плац, конечно, выглядел покруче. Прям видите, какая-то эротика на здании присутствует. Можно такое показывать детям? Меня как-то Инстаграм забанил за откровенный контент. Причем я просто фотку на выставке сфоткал. 3 Роналдо в кадре, но у нас сегодня челлендж. Надо поймать максимальное количество Роналдо в одном кадре. Ну, а собор Святого Михаила я не устану вам снимать в Мюнхене. Смотрите, какой у него величественный тоже фасад. С фигурами, все как положено. Это Никита, мы с ним познакомились в Зальцбурге на матче Зальцбург-Динамо Киев. И вот теперь мы вместе в Мюнхене. Мне так нравится, когда люди из выпуска в выпуск со мной. Никита сегодня тоже надеется попасть на матч, но правда пока без билета. Это пока. Да, но я верю, что ему удастся. Какие ожидания от матча? Привет. Ожидания, я думаю, Германия победит. Германия фаворит? Без каких-либо проблем пройдет свой домашний финал. Это Оберполингер. Это что-то вроде местного ЦУМа. Ну, как главный универмаг. У меня сейчас тут тоже встреча будет. Какой-то местный персиковый напиток, видите, с мюнхенским брендингом. Вот в таком туристическом местечке 3,40. Я не знаю, тебе надо быть в блоге? Ты хочешь быть в блоге, да? Это Юля, моя подруга из Одессы. Встретились в Мюнхене. Видите, встречаю своих одесских друзей по всему миру. Это приятно. Видите, у меня мужская аудитория в основном в блоге, поэтому мне говорят, надо снимать больше девочек. Вот снимаю для вас девочку. Приезжайте в Мюнхен, но ненадолго. Пиво вкусное, много пить невозможно. Пейте пиво, но немного. Да, идем. Видите, тут протест нарастает. Людей становится все больше, флагов больше. Но тут, я думаю, студентов бить не будут. Вот такая, да, скромненькая стикер-стена. Попробуй разбери, кто тут и что. Но я думаю, тут все. Немцы не очень любят работать тоже. Видите, кофейня работает до 7. И Юля только что хотела взять кофе. Они говорят, 7:07, мы закрыты. Причем эта кофейня не в спальном районе. Это вот прям рядом с Мариенплац. То есть тут бы люди пили и пили, если бы они дольше работали. 1,5 часа до матча. Пора отправляться на стадион. Обстановка в метро, как вы понимаете, типично немецкая, предматчевая. Вот он, наш поезд до стадиона. Ну, я уже 5-й раз еду на Альянс-арену. 6-й получается. Еду, на 5-й буду внутри. Вы будете удивлены, но поеду в метро с 2 Роналдо. Мне нравится такой цвет сборной Германии. Да, красивая форма. Прибыли в метро возле стадиона. И тут нас встречает Роналдо. 2 Роналдо.
Пока вот это самый топовый вариант футболки Роналдо, где эмблемы всех клубов, в которых он был. Это, мне кажется, такая фанатская футболка с миксом из других его футболок. Ну и в отличие от финала Лиги Чемпионов, тут не стоит 10 человек с табличками «Куплю билет». Хотя спрос сегодня тоже очень большой. В свободной продаже их давно уже нет. Возглавляю эту колонну, видите, все идут за мной. Видите, вообще нет людей с табличками «Куплю билет». На финале Лиги Чемпионов тут их 20, наверное, уже стояло. О, вот первый. Это перекуп, наверное, какой-то. Так, сейчас в кадре где-то 5 Роналдо. Правда, может, они все не попадают, может, они за людьми. Увидел футболку Реала, думал, наконец-то мадридский Роналдо. Но мадридский сегодня не в фаворе. Видите, даже тут Винисиус, а не Роналдо. Хочу обратить внимание, что Винисиус Джуниор идет без золотого мяча в этой толпе. Вот вы знаете, чувства, когда я подхожу к стадиону с билетом, ну, они абсолютно отличаются от того чувства нервозности, которое было у меня 5 дней назад тут, когда я шел к нему без билета. Сейчас полный релакс. Если вы смотрели выпуск с финала Лиги Чемпионов, вот это те самые последние удобства, которые мне достались перед входом. И вот тут уже, прям вот тут вот, был кордон, дальше которого нельзя было идти. Ну, потом еще 5 проверок, но первый пост был тут. Сегодня, видите, никакого поста, даже без билета мы можем двигаться дальше, потому что этот пост был только для финала Лиги Чемпионов. Даже на полуфинале Евро можно было спокойно подходить к стадиону. То есть на финале Лиги Чемпионов меры были прямо беспрецедентные. И, кстати, мадридский Роналдо ворвался в кадр. Реально мадридских мало сегодня, это почти эксклюзив. Не понимаю, почему. Тучи над стадионом сгущаются, начинает идти дождь. Матч не будет простым. Нормально так заливает, я вам скажу. Такую погоду и кофту одеть не стыдно. Смотрите вообще, что творится. Прям задувает ливнем. Но зато как он светится. Неважно какой ливень. Посмотрите, какой он крутой. Вот тут уже немцы создают предматчевую атмосферу. Добро пожаловать! Я с рюкзаком, который больше нормы. Не знаю, пропустят или нет. Но Роналдо договорится, если что. Досмотр, к счастью, был очень символичный. Меня просто, знаете, так дистанционно рукой потрогали, даже толком не прикасались. В общем, это не Италия и не Франция, где вас прям выворачивают иногда. Про билеты. Билет достать было супер сложно, потому что играет сборная Германии. Германии это уже ажиотаж. Играет Роналдо, у которого очень много личных фанов, и которые летят просто, чтобы на него посмотреть. Я долго его вылавливал, но мне повезло купить за 110 евро официальный билет. Но это сугубо на моем опыте, так сказать. Вообще по 300 где-то билеты сейчас. Мы плывем, я в реке. Подгоните гондолу. Да, но мне в тканевой обуви не очень хочется вот так вот ходить. Ну пофиг, один раз живем. Идем на сборную Германии, идем на Роналдо. Все, один скан билета, и я, и Роналдо внутри. Я вам скажу, что на Лигу Чемпионов, я думаю, я бы тут и без билета прошел. Ну а там было 5 контролей, тут по сути 1. Я мокрый просто как пес, особенно ноги насквозь. А мне еще 2 дня бомжевать, понимаете, без жилья. Но мне нравится вот этот ветряк. В общем, атмосфера тут нормальная. Все бегают, суетятся. Вот трибуночка Альянс-арены. Знаете, мы с Никитой расстались в центре. Я зашел на стадион, не договариваясь с ним. Мы просто случайно только что пересеклись. Я еще думаю, блин, у меня мало процентов. Сейчас думаю, телефон сядет. Думаю, с Мишей по-любому не встретимся. Иду, смотрю, Миша. Просто магия, понимаете? Как такое может быть? 75 тысяч людей на стадионе, и мы взяли и пересеклись. Никита купил билет прямо перед входом на стадион за 120 евро. Изначально 150 хотели. Он сторговался, наш человек. Да, но номинал билета 75. У меня номинал 110, ну я взял официально за 110. Ну что, заходим на Альянс-арену в мой 5-й раз. Сегодня тут будет бетон. Ну а еще 40 минут до матча, люди собираются. Оглашают состав сборной Германии. Ну вот тренер с рекламы. Вот это мое место за 110 евро, вообще оно стоит дороже, у меня просто типа ограниченный вид. Вот передо мной вот эта вот штанга.
Ну, в принципе, вроде как нормально. Не, ну кресло, конечно, какой-то космос. На таких креслах я еще не сидел. Но у меня разные випы были. Но тут, видите, особая конструкция. Эргономичная, наверное. О, у нас тут сегодня капитан. О, немцы ему свистят. Тут стюард прям очень суровый. Он у меня билеты еще лишний раз проверил. 2 раза даже. Потом увидел, что тут Никита с другим билетом. И прям говорит, нет, уходи. Мы говорим, ну мы сейчас в коридоре постоим. Мне там Никите надо было телефон зарядить. Он говорит, нет, давай, уходи уже. У тебя там типа в другой стороне билет. В общем, немцы суровые. Пока что передо мной в основном Роналдо. Там 2 азиатских Роналдо. Вот парень Роналдо. А тут вот тоже 2 Роналдо. В общем, Роналдо захватил этот стадион. Хотя это Германия. Не Роналдо единым. Вон разминается Рафаэль Ляо. Одна из главных звезд Милана. Ну, который в этом сезоне, к сожалению, провалился. Но, может, сегодня Ляо что-то покажет. Стартовые составы на ваших экранах. Забавно, что у сборной Германии 100% полевых игроков в старте играют в Бундеслиге. А в составе Португалии 2 парня, которые 5 дней назад выиграли тут Лигу чемпионов в составе ПСЖ. Ну, это у меня билет первой категории. Я понимаю, что круче, только вот чуть-чуть левее. Там уже, наверное, начинаются Prime Seats. Они сегодня, наверное, по 300 или по 200. Смотрите, какие фанатки Роналдо. Наверное, прибыли издалека ради этого матча. Розового Роналдо у нас сегодня еще не было. А рядом с ним красный Роналдо и двухцветный Роналдо. Так, первая попытка Роналдо не забил. Но он до этого забил, и прям все уже кричали. Ну, вон он, собственно, кумир сотен миллионов. Сколько? 653 миллиона подписчиков в Инстаграме. У парня, который скромно стоит там сзади в группе. Справа от меня сегодня будут фанаты Германии. Португальцам, видите, подготовили флажки, чтобы было красивее. Хочется выразить уважение этому парню за то, что он Бруно Фернандеш в этом суровом мире Роналдо. Вообще, я неоднократно от фаната сборной Португалии слышал, что Роналду это сейчас плохо для Португалии, потому что он слишком крут, чтобы брать его с состава, но он уже не тянет вот этот уровень игры. Ну, такое мнение слышал. Как вы считаете? Фотографам дали возможность переместиться к выходу игроков. Сразу пошли все. Там тоже, видимо, что-то важное происходит. Видите, все, видимо, каких-то звезд снимают. Не знаю, кого они там увидели, но прям, видимо, большая величина какая-то. Поняли, тут происходит достаточно крутое шоу открытия Лиги Наций, но все внимание по-прежнему вот там вот, потому что там вот кто-то, видимо, очень известный и успешный. Замечен первый, пока единственный сегодня Роналду из Ювентуса, видите, в черно-белом. Команды выходят на поле. Конечно же, в Португалию вы понимаете, кто выводит. Не будем лишний раз повторяться. Вся сборная Португалии видно, что сплоченная перед матчем. У Кимиха, капитана сборной Германии, сегодня 100-й матч за сборную. Ну, солидно. Аплодисменты Кимиху. Начинаем с гимна Португалии. Гимн караоке, если не знаете слова, можете подпевать. Esplendor de Portugal. Там даже фаеры погнали. Я знаю, что в Германии с этим достаточно рискованно. Гимн Германии. Пели гимн Германии. Практически все готово к матчу. Еще раз повторили состав, если вдруг кто забыл. Единственный футболист в составе сборной Германии стартовом не из Бундеслиги — это Тер Штеген, вратарь Барселоны, который еще в сентябре получил травму. Весь сезон был вне игры, вместо него стоял Честный.
И вот сейчас наконец-то вернулся в строй и начал играть. Этот парень готов к бою. В свои 40 лет, ребят, 40 лет ему. Он все еще на самом высоком футбольном уровне, на сборных. Начали матч. Фаворит сегодня Германия, но должен признаться, что я сегодня за Португалию. Вообще круто было бы, если бы Роналду забил гол. И смотрите, как порадуются его личные фанаты. Но и за сборной Германии я сейчас в Мюнхене, а не в Турине, поэтому было бы неплохо, чтобы их наказали. Вон, фан-сектор и Португалия сейчас достаточно весело. Но гола с углового пока не случилось. Кстати, что-то Ляо так провалился в этом сезоне, что он даже сегодня в старте не вышел. И Джао Феликс из Милана что-то пока скамейку греет. И Консесао из Ювентуса. В общем, из серии А пока игроков 0 на поле. Но в заявке у Португалии они есть. Роналдо пробил створ, но пока неудачно. Ну и не очень внятно. Но фанаты негодуют. Как бы и радуются, и негодуют. Довольно активная игра, но 0-0 к перерыву. О, мадридский Роналдо был. Редкость. Я, правда, до сих пор не знаю, что там за звезда была. На Португалия-Грузия, у меня выпуск с Евро, я заходил вместе с iShowSpeed. Я тогда не знал, кто это, но это популярный ютубер. Вот у меня там выпуски прям есть, как мы чуть ли не вместе заходим. Все в ажиотаже. Но тут сегодня ажиотаж даже побольше. Я даже не знаю, кто там такой серьезный мог быть и знаменитый. Смотрите, я и футболка Интера на Альянс-арене. Но, правда, мы на пару дней задержались. Чуть-чуть позже попали, чем планировали. Редкие кадры. Роналдо из Ювентуса. Есть слух, что якобы Ювентус отбил его трансфер только в первые дни на футболках, но это миф. Так не было. Есть опровержение этому. Вот такого Роналдо у нас сегодня еще не было. Португальцы разминаются в перерыве. Криштиану и Португалия готовятся начать второй тайм. Там фанаты продолжают кого-то снимать в випе. Чуть-чуть не успел, чтобы гол забить. Германия забивает свой первый гол. Ну, мне такое не очень нравится, честно говоря. Но этот парнишка доволен. Флориан Виртз забил. (1-0) в пользу Германии. Тут даже повторы показывают. Удобно. Оп, головой. Прямо под штангой в уголок. Но еще проверяют. Может, отменят. Я был бы за. О, побежал Вар смотреть. Наш пацан, давай. Вот стоит фанаты Криштиану, я думаю, на него давят. Нет, подтвердил гол. Ну, что поделать. И сразу желтую кому-то. И Португалия сравнивает все. Это хорошие новости. Смотрите, какой красивый. Просто с 25 метров. Хлоп. И вратарь уже ничего не мог сделать. Фаер и все как положено. Забил Консесао, игрок Ювентуса. Его как раз на замену выпустили. Кстати, замена сыграла. 1-1. Конечно же, сегодня солд-аут 75 тысяч человек, по идее. Причем Португалия продолжает давить. И вот он, гол Роналдо! Посмотрите, что творится! Посмотрите, что происходит там! Красивейший гол от легенды! Он обладатель самых больших голевых рекордов, в том числе за голы в матчах за сборную. И сегодня он этот рекорд еще увеличил.
на наших с вами глазах. И вот эти все парни, видите, это Бинго Роналдо, 4 в ряд. Они не зря сюда приехали. Красивейший и важнейший гол. Судья подтвердил, что там был риск офсайда, но гол засчитан. Показали на точку. 1-2 Роналдо. Это пас. Гол. И весь стадион скандирует. Слышите это, да? Он для них кумир. Ну что ж, Великий покидает поле с голом. Закончили 1-2. Португалия отправляется в финал Лиги наций. Посмотрите на этих счастливых фанатов. Они не зря сюда прилетели, а Португалия отсюда не близко. Но я должен сказать, что оказался тут не зря. Мне понравилось. Послематчевые рукопожатия. Ну что должно быть уважение в футболе. Концесау игрок матча. Это, кстати, тренер, это сын тренера Милана Концесау. Сборная Португалии пошла благодарить своих фанатов, которые абсолютно не зря попали на этот матч. Такой камбэк. Вы понимаете, да, что немцы были фаворитами. Когда они выигрывали 1-0, они были супер фаворитами. А прошла дальше Португалия. Это футбол. Команды отправляются под трибуну. Это Альянс Арена с высоты. Но какая она крутая. Один из самых крутых стадионов, наверное, в Нехте, по крайней мере. Мы с вами стали свидетелями 937-го гола Криштиану Роналду в целом в карьере и 137-го за сборную Португалии. Вы представляете, этот парень, который сегодня был на поле, забил больше всех вообще в истории футбола за сборную и больше всех в целом в истории футбола. Ну и у Криштиану больше всех в мире подписчиков в Инстаграм. А ну, в наше время это тоже о чем-то говорит, как я считаю. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, он в описании. И лайкните. Ну, круто же было. И подпишитесь на YouTube. И коммент напишите. Про Роналду можете написать, нравится он вам или нет. Это мой 5-й матч на стадионе Альянс Арена Баварии. Я был тут на Евро. Но в этом сезоне это 2-й матч. Первый был, когда Интер тут выиграл у Баварии. Это был прекрасный матч. Есть выпуск, посмотрите. И сегодня тоже был прекрасный матч. А получается, видите, если бы я попал на финал, может, это чуть-чуть бы испортило мои впечатления от стадиона. А так я финал смотрел перед стадионом. Но, видите, для меня энергетика этого стадиона не испорчена. Все матчи, которые я тут посетил, для меня были крутыми. Вот довольные фанаты Португалии с флагами выходят с Альянс-арены. Тут с нами прощаются даже. Goodbye. Но если что, видите, да, что эти турникеты не выглядят неприступными. У нас продолжается марафон Роналдо. Сейчас мы видим 4 Роналдо в кадре. Минимум 4. Ночной Альянс-арена. Крутой. Послематчевый. Это огромное светящееся здание вдали, это парковка стадиона. Представляете, какая она огромная. Ну и вся толпа идет после матча на метро в основном. Стоим в пробочке на метро, вот там вот в конце касс только начинается вход. Я вам скажу, что вот подойти сюда, где отправляется метро, тоже не самый простой квест. Мы долго очень стояли в очереди. Роналдо с португальским флагом. Но сейчас тут поприятнее спускаться, чем после матча Интера, хотя место то же самое. Что такое стратегия? Надо дойти как можно дальше от входа к поездам, пропустить вот этот переполненный, ну тут уже под конец меньше. А в следующем мы вообще сидя, я думаю, поедем. Сервис, комфорт, логика. Немного стратегии и тактики, мы едем сидя в переполненном метро. На Мариенплац тишина, большого празднования португальцев ожидаемо сегодня тут нет. Они просто пока вышли в финал, еще не победили. Завтра в Штутгарте 2-й полуфинал Испания-Франция, Ямаль, Мбаппе, все дела. Я планирую отправиться туда, у меня через 3 часа уже автобус выезжает.
Так что пока посижу, помонтирую для вас выпуск в Макдональдсе. Час ночи, вы видите эти очереди в Макдональдс? Но хорошо, что он работает. Мое спасение. Мой монтажный офис на следующие пару часов. Ну, уютненько тут. Посидел, помонтировал видео, надо мчаться на автовокзал. Дождь идет, фонтаны работают, романтика. И походу не только я уже опаздываю, еще и Дэвид Бекхэм. 4:20, я на автовокзале. Вот она жизнь футбольно-бродячая. А вы говорите, когда я успеваю монтировать? Ну вот сидел, видите, до 4 утра вам монтировал. Сейчас часик во Фликсбасе посплю и в Штутгарте дальше буду монтировать. Тут я сейчас закончу выпуск Германия-Португалия. Ну и тут же сейчас мы начнем выпуск Франция-Испания. Вот так вот, нон-стоп, без сна. Поэтому если вы вдруг еще не лайкнули или не подписались, то советую вам исправиться. Ну и до встречи в выпуске... Куда я еду? Франция-Испания. Да, до встречи на Франция-Испания. Спасибо за просмотр.